Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Сегодня наша традиционная передача «Говорит, думая» и мой соведущий Яков, рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро, Ольга Федоровна. Здравствуйте, зрители. Яков, Э, я поняла, что ваше отчество не знаю. Яков Владимирович. Яков Владимирович, а то меня иногда отчитывают зрители, что к кому-то я обращаюсь по имени и отчеству, к кому-то нет. Буду к М, вам, Яков Владимирович, обращаться, тем более красиво звучит. Как вам удобнее? Я на самом деле немножко отвык. Здесь у нас не обращаются, нету такого. Здесь всех от президента до кого угодно называют по имени. Ну, Поэтому, тогда надо нам перейти на однообразие, чтобы вы меня тоже Ольга называли. Сможете? ну, это будет сложнее. Хорошо, Яков, какую тему сегодня мы будем обсуждать? Значит, сегодняшняя тема, о чем говорят слова. Так, Э, почему у вас да. именно она? Почему вы ее выбрали? Ну, на самом деле, меня навел последний проект Сталкера на эти мысли. Несколько раз на нем попадалось, что вы говорили кому-то из участников, и мне в том числе было, о том, что ну, вы спалились сейчас, или сейчас вы себя выдали каким-то, и это было каким-то вот буквально маленьким словом, двумя словами, что-то такое, за что вы могли, ну как, увидеть, что за этим стоит и скрывается. И главное, что участникам это было непонятно, что они уже такого сказали. Вроде говоришь, что-то там рассказываешь, объясняешь. У меня, допустим, сквозило идеалистический взгляд на жизнь. У кого-то там высокомерие, у кого-то там обесценивание, но что интересно, люди этого не видят, говоря. И мне интересно вот попробовать это разобрать, чтобы мы сами могли, как исследователи своей, ну, психики, разобраться полегче, что мы говорим на самом деле, когда мы что-то говорим. Ну, здесь выдавали не только слова, то есть мы имеем не только структуру предложения, как человек ее строит, но еще и эмоциональный контекст. Угу, Он все говоримое накрывает таким покрывалом определенного цвета, и по этому цвету можно понять, о чем это предложение. Ну, например, давайте попробуем разобрать то, что вы сейчас озвучили. Вы говорили угу. идеалистично, высокомерно и обесценивающе. Так. Вот как понять по нескольким словам, что человек находится в этом модусе? Например, идеалистично. Все это можно проработать. Фраза. Угу, угу. Вот здесь я беру именно построение предложения, слова в предложении. Здесь я контекст эмоциональный сделала нейтральный. Все Так. это можно проработать. Или же все это можно изменить. Например, человек говорит, у меня неконтролируемые вспышки злости, и ты ему говоришь, все это можно поменять. То есть, когда мы видим такие обобщающие слова, все это навсегда, все эти люди Да-да. или все люди, или же я всегда такой. Угу. Нам это все говорит о крупности. Да. То есть какие-то слова или, например, это Вселенная мне говорит. То есть сначала мы видим во всем этом крупность. Да-да. И это на последнем сталкере тоже, кстати, у некоторых участников вы говорили, делали замечания. Это вот интересно, что участник говорит, да ладно, типа, как я же говорю обычно, говорю о понятных вещах. Да, и когда человек мыслит такими глобальными категориями,
Это говорит нам о двух вещах. О том, что будет идеализация у нас сверху, Так. то есть лучшее, хорошее, правильное. И оно очень-очень высоко, как будто мы смотрим на какой-то небоскреб, у которого там 50 Мгм. этажей. И мы говорим про какой-то верхний этаж, который находится далеко от Земли. Но психика, она всегда биполярна. Мгм. Если мы видим вот этот вот высокий этаж, то надо понимать, что подвальный этаж будет находиться на таком же расстоянии. То есть эта психика, склонная к идеализации, к предельным категориям хорошести, Мгм. она может также просто упасть, что все плохо, никто мне не поможет, никогда я это не исправлю, ничего уже не будет по-другому. Ну, узнаю, на самом деле тоже, да. Вот это никогда ничего, никто, то есть никогда, всегда, ничто, все, никто, все. Да. То есть мы можем понять, вот, например, когда говорим с клиентом, с каким-то знакомым, что если человек употребляет такие слова, это говорит о его определенном состоянии. И Мгм. это состояние, оно или сейчас такое реакция на что-то, ну вот он эмоционально, Ну да. или же вдохновлен, или же наоборот у него упадок, или же оно постоянно. То есть нам надо понять масштаб размаха вот этого маятника. Мгм. Да. И надо понять, как часто он в этих крайностях. Просто задавайте вопрос. Ну, смотрите, я вот, допустим, вижу, насколько вы точно подбираете слова. И когда вы говорите в своих роликах, что можно предположить, что вы там приготовили что-то, но вы говорите точно так же и вживую. Я это вижу, что каждое слово, у него есть вес. Прям оно как, у него есть ну, некая тяжесть. Я не знаю, как это по-другому. Подобранное, подобранное. Да, да. В обычной же жизни мы как-то ну, я бы сказал, с другими людьми мы еще что-то там стараемся, может быть, подбирать. А вот в разговоре внутреннем с собой, мне кажется, там такого обычно даже и не происходит. Но интересно вот эта вот тяжесть этих слов, я вот чувствую их прямо вот иногда. А иногда вот они как мыльные пузыри какие-то. Но когда, как вы сказали, есть тяжесть в словах, это слова, наполненные сущим, материей, реальностью. То есть они не... Я их достаю, вот если мы образно с вами представим, есть мир, где слова фантазийные, а не Так, мир с воздушными шариками. Я руку протянула, и воздушный шарик всегда достала. А есть мир, где я выкапываю, как вот наша, с нашей с вами родины, Беларуси, картошка там. да. Да, Любаши нас называют белорусов. Вот так вот достала какой-то такой корнеплод, такой круг. Угу, Я угу, постаралась, чтобы его там потянуть за маковку, выдернуть, за ботву. да. Вот когда я достаю из земли слова, из сущего, тогда они тяжелые. А я могу вот речь как Угу. пыльные пузыри у меня где-то сидит. Ну, допустим, во внутреннем разговоре, вот когда я даже с собой говорю, там как будто бы слова, ну, они рождаются, они не подбираются. Вот такое ощущение. Ну,
Понятно, когда я, может быть, над чем-то там прям вот более осознанно думаю, может быть, я могу себе что-то сказать в каком-то состоянии. Сейчас я там в таком состоянии, ну-ка, давай там, не знаю, подыши, что-то бывает. Но обычно я думаю словами, я их не подбираю, они у меня как-то идут. И эти слова, они тоже, ну, могут быть маркерами для меня же самого. Э, Мне бы было интересно вот обратить внимание на внутренний еще диалог. То есть с другими как-то проще, может быть, мы тоже до этого дойдем, но вот эта часть. Вот у нас с вами осталось неразобранное высокомерие и обесценивание. Ну, вначале Угу. вот с вами Угу. говорили. Вот давайте как раз на внутреннем диалоге попробуем разобрать это. Давайте. Вот возьмем высокомерие. Это когда я по отношению к себе начинаю употреблять слова из лучшести. Угу. Например, я говорю, так стыдно за тебя. Или же я говорю, ну как я мог так, ну, если с вашей, от вас, от вашего Да. лица, как я мог так сделать? То есть я разворачиваю. За тебя мне стыдно. Как ты мог так сделать? Я не могу тебе доверять. То есть это говорение из позиции «я лучше, чем ты». Да, оно прям сквозит это, да. Такое отчитывание ребенка. То есть, получается, во внутреннем диалоге есть как минимум два персонажа. И Ну, один, обычно, да, и один точно лучше, чем второй. это точно. Ну, я точно лучше, чем та, которая отчитывает. Есть лучшее я и худшее я. Вот на сталкере, например, я обостренно реагирую, когда один из участников начинает про человека, который проводил сессию или же был клиентом в сессии, говорить высокомерно. Вот Угу. фразочки типа, ну как можно было так поступить? Да. Да, вы на это реагируете, я знаю. И вот там как раз вы, бывает, и говорите вот это вот. Вот здесь вот вы. А человек такой, да нет, и сразу оправдания идут. То есть человек даже не видит этого, что он сказал. Для него это было, ну, обычное слово из его какого-то лексикона, выражения. Но на сталкере очень легко туда влететь, потому что клиент, тот человек, который в роли клиента, он оголяется, он показывает свою слабость публично. Да, И я его слушаю, конечно, вообще знаю, как себя надо вести. То есть человек показывает свою уязвимость, и мы на животном уровне начинаем за счет этой уязвимости самоутверждаться, не замечая, как и во внутреннем диалоге. то есть во внутреннем диалоге тоже вот это, ну, назовем это, звериная часть начинает э, из звериной части, скажем так, идут определенные слова и смыслы. То есть мы это можем тоже понять вот по вот этим, скажем, допустим, где я сейчас нахожусь. Вообще в человечности я сейчас нахожусь по отношению к себе даже, допустим. Да, Там совсем другие слова. но видите, личность очень важно остаться альфой, альфа-самцом или альфа-самкой, ну вот этим вот лучшим. Мгм. И мы можем внутри нашей психики разыграть вот эту лучшесть с собой худшим реально. Прям театр.
Да, где я все равно останусь альфой. Вообще, что бы ни произошло, я все равно буду лучше или тебя, или себя. А с другой стороны, такой голос такой, ну я сделал все, что мог, ну это же, там тоже интересные слова идут, как бы, там, «А что я мог сделать, ну так получилось». Там тоже идут вот какой-то определенный вид слов, которые вот тоже нам говорят о том, что это, ну, там нету понимания, скажем так, того, что произошло на самом деле. Там Вот, как что-то сразу сметается, перекидывается. вот вы сейчас описали оправдательный модус. Да. Вот мы его можем в этот списочек, что мы с вами разбираем, идеалистическое говорение, высокомерное, обесценивающее. Вот то, что вы сейчас рассказали, это модус оправдывания. Ну вот я стал на вторую сторону, то есть вы сначала проговорили, а я тут оказался, ну что я бываю и там, понятно, то я сразу меня бросило туда. И вот там тоже такие же вот слова, только такого же плана, скажем так. Э, Тоже все, тоже я там не мог, судьба, это там, что я мог изменить, я ничего не могу. Вот такие вот вещи, наверное. Ну, вот то, что вы описываете, это такое явление, которое я называю спрятаться в домике жертв. Ну, вот это я ничего не могу, у меня такая судьба, у меня такое детство, я сделал все, что мог. То есть фактически личность разговаривает с кем-то, кому она говорит, ну, я ни в чем не виновата, не наказывай меня. Прям сказка про волка и трех поросят. А, ну, поросята, да, бегут от волка, прячутся в разных домиках, а он их ищет. Ну, фактически наше вот это лучшее я, оно хочет, ну, не съесть, а покусать, это реально. Мгм. И оно все время должно от него бежать. Ну, интересно тогда, давайте посмотрим в реальном, ну, вот когда мы ближе, скажем так, к реальному я приближаемся, то какие там слова возникают, какие там смыслы передаются. Вот как мы, допустим, если мы скажем, что мы находимся вот, ну, в глубокой субъективности и берем как объективность, ну, как два края, и вот между ними переход, скажем. Вот как я понимаю, что есть какой-то переход, что у меня происходит какое-то, ну, приближение к реальности. Мгм, да. Хороший вопрос. В нем вся суть описания трансформации личности. И Ну, лекция сейчас на 3 часа. я стараюсь замолкать. Когда мы говорим про две эти полярности, лучше, хуже, никто, я никто, я Бог, то между этими двумя полярностями всегда происходит военный такой вооруженный конфликт, противостояние, где я хочу вот этот вот полюс, где я хуже, подтянуть ближе для того, чтобы у меня уменьшилось. То есть, когда я на большом расстоянии от этого, у меня там агрессивные атаки, интенсивные претензии, Мгм. интенсивное презрение, интенсивный стыд. Я подтянула ближе, и я с позиции такого правителя говорю, ну, уже лучше, лучше. Мгм. Но все равно у нас остается дистанция. Все равно есть разделение на кого-то лучшего и на кого-то худшего. Самое интересное, что вот в этом противостоянии лучший не опирается на истину. Он
опирается на ощущение, Мгм. на чувство. Ну, вот, Опора на чувства. Мгм. да, только на чувство. Ну, например, м, я накричала на своего мужа, что он разбил мою любимую чашку. И в этот момент я себя чувствую и правой, и лучше, и ощущаю вот это доминантное положение. Я ничем не ограничена, потому что он действительно ее разбил. Я не напрягаюсь, как мне подобрать слова, и вообще не думаю о последствиях. Мне приятно находиться в этом отчитывании. Само по себе пребывание вот в этих эмоциях, которых заряжены вот это вот наполняющее нас величием этим. Мгм. Это как вот барбариски. Я думаю, что вы тоже их помните. Да, Такие были карамельки барбариски. Вот это вкус барбариски вот этой вот во рту. Вот это вот лучшести, но там, согласитесь, нету эмпатии. Там вообще. нету замыслить, ну, задуматься, а что, собственно, происходит. И там нету стратегического мышления. Ну, а что потом после этого? Вот я сейчас накричала, а что потом? Ну, как будто ситуация самодостаточна, вот я купаюсь в этих эмоциях, опираюсь же на них, и это как достаточно для, ну, все решило уже, все, я и наказал, И и самоутвердился, он утвердился. и проявил праведный гнев, то есть я не буду потом мучиться стыдом, виной, что я был агрессивным. То есть вот этот курс барбарески. А если мы с вами выходим из этой дихотомии, лучше, хуже, прав, не прав, Мгм. вот вы сказали, задали вопрос про что с человеком происходит, ну, когда он более объективно становится. То здесь я однозначно выхожу из мира имени себя, и я смотрю на происходящее или произошедшее как на явление или как на событие, у которого есть причины, множество Мгм. Мгм. последствий. То есть здесь мне надо, вот то, что вы сказали, думать над тем, что ты говоришь. Вот, подбирать как бы слова, чтобы передать точное как бы и, и то, что во мне, и учитывать другого причем. То есть как другой примет, потому что скажи одному одно слово, другому то же слово совсем по-другому зайдет. Смотрите, как слышно. Что во мне? Кто передо мной? Что, какое влияние я накажу словами? Какие последствия? А, Я на него сейчас накричу, он на меня тоже потом накричит, когда я разобью его чашу. Ну или просто за что-то зацепится и найдет, как, короче. У него будет обида на меня, и он будет ждать, когда я оступлюсь, и потом скажет, вот ты на меня из-за чашек кричишь, а сама коммунальные платежи не оплатила. Сразу, Ольга Федоровна, стоит только отметить, что это все придуманная история, чтобы, ну, чтобы не было комментариев с советами, что как стоит э, знакомый из ваших роликов про советы. Поэтому я вспомнил, что вы все время говорили, что это придуманная история. Да, это придуманная история. И во всех этих размышлениях вот мы можем запутаться. Мгм.
То есть здесь я понимаю, что я делаю, я исхожу из того, что мне хочется делать, накричать. Так, Я опираюсь на чувства, и там однозначность есть. Не или кричать, или сдерживать крик. А когда я выхожу в объективность, то у меня появляется цель в говорении. цель говорения, секундочку. Для чего Мгм. я это говорю? Или же какой цели, результата я хочу достигнуть этим говорением? Мгм. И тогда слова становятся, ну, как мостиком или кирпичиками, куда мы по ним идем, я простраиваю их, то есть не просто швыряю, скажем так, лишь бы куда и как попало. Ну, видите, у меня немного другая ассоциация. Для меня это Так, не кирпичики, а мостики. Я вам сейчас нарисую, покажу и заодно нашу зрителям. Вот, вот видите, это слова, которые в моем сознании. Иди. так, мгм, И некоторые есть красненьким. да. То есть в моем пространстве, ну, вот, может быть, вы хотели в детстве в планетарий? Нет, в детстве не довелось, но в более позднем возрасте, да. Вот. Но нас в школе водили в планетарий. Вот планетарий, сознание как планетарий, там есть множество слов, и эти все слова, они имеют смысл или суть сами по себе. Да. То есть, если я достану это слово и скажу, будут такие последствия. Если я достану это слово и скажу, будут последствия. У меня, допустим, если просто, есть ругательные слова, есть нейтральные слова, Мгм. есть поддерживающие слова и так далее. То есть этот список, как вы говорите, лекции на 3 часа, какие есть слова. То есть я в свое сознание смотрю, если я понимаю, для чего я говорю, я понимаю, как мне выбирать слова, у меня появляется критерий отбора. Мгм. Критерий отбора. Ну вот интересно, что в эмоциональности как будто бы доступность этих слов, она снижена, как будто вот я тоже пользуюсь, кстати, этим, тоже мы до этого доберемся, до этих слов паразитов, но вот мы не можем достичь до всех слов. В субъективности, тем более в эмоциональности, нам доступно намного меньшее количество этих слов, такое ощущение. Я вам больше скажу, не даже меньшее количество. Я достаю цветные ручки, чтобы было наглядно. Вот этот же рисуночек, видите, ну, зеленый такой он у меня, Да-да, зеленый. В определенной эмоциональности я вижу только эти слова и других не вижу. У меня выбора нет. в определенной эмоциональности вижу определенные слова. Мгм. То есть, когда я выхожу за пределы своей субъективности, то у меня появляется много слов. А когда я определенным образом эмоционально заряжена, у меня слова выпачкалась, то у меня слова только определенного порядка. Например, мой руководитель, вот я пришла с докладом к своему руководителю, и он Да. разбивает чашку. Мгм. И я этого руководителя, допустим, или идеализирую, или же боюсь его. И я должна как-то прокомментировать разбитую чашку. Но некоторые люди, понимая, что они сейчас начнут говорить, и будут говорить какую-то ерунду, и потом они вообще молчат. Чашка разбилась, и человек вообще даже не комментирует. А так, если я открою рот, вот я его боюсь, нахожусь в определенной коробочке, Мгм. то мои слова будут: ой, я тоже чашки все время бью.
Ну, я тут прям чувствую, как вы тогда, получается, как бы запрыгнули на какую-то свою табуретку, и с нее, как, ну, в данный момент пытаетесь, ну, что-то сделать с оппонентом, А, скажем так. Понимаете, но слово табуретка здесь не совсем правильное. Заскочил на Угу, табуретку, для меня это про высокомерие. угу, А угу. здесь, Вот, тоже точность. да, да, да. Табуретка это когда про что-то высокомерное. А здесь про скорее какое-то параллельное пространство, где мир подхалима. Я Мгм. нахожусь в плоскости или в пространстве подхалимажа. Был такой мультик про... Там был Одноусый, я точно помню, и там была а, мир подлиц, мир хохотунов, что-то такое в Не детстве. помню. Ну да, да, он такой советский еще, старенький. Но, может, кто-то из зрителей, моих ровесников вспомнит. Но здесь главное, что я нахожусь в мире, где я вижу только зеленые слова, Угу, или только красные слова, или только синие слова. Я могу выбрать только из них. Например, степень моего подхалимажа, она может быть или очень сильная, или менее интенсивная. Но у меня нету других слов. да. То есть, если бы я зашел, ну, человеку, которого я не боюсь, которого нет каких-то, я не придумал себе э, каких-то дополнительных конструкций о наших отношениях, а вот человек, и разбилась чашка, то я могу понять, что с ним происходит, с одной стороны, с другой стороны, м, понять, что, ну, насколько здесь мое участие э, допустимо, и найти из более большого списка, ну, что более точно, как бы, чтобы не промолчать, потому что, ну, как бы, произошло, ну, в этой обстановке я тоже как участник. И именно точно к этой обстановке, вы говорите, выбрать из какого-то другого. Ну, я не знаю, что здесь подошло бы, но э, вот эта заряженность у нас как отрубает. Да, я, кажется, понял, что вы имеете. Я вот сейчас вас внимательно слушала, и вы пошли по тонкому льду, опасному для себя. Да, ага. Потому что, особенно когда эти люди тебе не очень знакомы, какие-то, Мгм. ну, допустим, если руководитель, он все равно чужой человек. Или же ты находишься в компании не очень хорошо, люди не очень хорошо тебе знакомы, то очень опасно что-то сказать, потому что ты можешь сказать не то. Вот, Мгм. например, начать говорить что-то другому человеку, я это очень хорошо знаю с клиентами. Вот они, например, м, девушка говорит, меня бросил парень, а ты спрашиваешь, вам сочувствовать или поздравлять? Видите, здесь я спрашиваю, что мне делать. Мгм. Потому что если я начну, вот как вы сейчас сказали, ам, там Из своего мира. да, из своего мира что-то высчитывать, то я могу Мгм. сказать, Мгм. боже, какой ужас. Она говорит, при чем здесь ужас? Я рада. Да. Или же вы скажете, поздравляю. Она говорит, ну как вы меня можете поздравлять? У меня такая трагедия. Но вот то, что вы говорили, оно опасно. Поэтому Я не сверился с реальностью, я обратился к себе, опять-таки, к своим каким-то. на разбитую чашку можно сказать, например, ого. Или же девушка говорит, меня бросил парень, а вы как психоаналитик, ну, если это клиент не знакомый вам давно, вы говорите, как вы восприняли это? На самом деле у меня была подобная ситуация буквально. Я спросил на самом деле, да, потому что я не знал, что это.
Или же сказать честно, что я не знаю, как мне прореагировать, потому что я не понимаю, как вы воспринимаете эту ситуацию. Ну вот представьте, молодой начинающий аналитик, и ему клиент. Меня бросила девушка. И смотрит. Ну, я тут же с собой, ну, по привычке могу что-то сделать такое, загнать себя, что от меня что-то ждут, я должен что-то сказать, ну, если вот сразу такое, если не разобраться и влететь в это. Ну да, и начинающему специалисту или специалисту, который себя мнит знатоком, он сразу выпалит реакцию, или же начинающий специалист, он растеряется от этого, потому что ему надо реагировать, а он, а, ну, он или ляпает что-то, потому что он, опираясь на свой опыт, вот очень часто начинающие психоаналитики, они опираются так, как я это воспринимаю, так как это было у меня, значит, и так другой человек воспринимает. Мгм. Ну вот представьте, мы собрали с вами специалиста и говорим им, девушку бросил парень. Как вы считаете, это трагедия или же это, ну, это негативная ситуация или позитивная ситуация? И люди, которые объективно не мыслят, они начнут говорить, конечно, позитивно, конечно, негативно. А люди, которые мыслят объективно, он скажет, это неизвестно. Нам надо больше фактов. Ну, это вот на ваш вопрос про объективное и субъективное. Про Мгм. вот эти вот две крайности, про которые мы с вами говорили. Да. Когда человек мыслит объективно, и когда человек мыслит субъективно. Как с собой не говорить высокомерно, отчитывающе. Вот когда нам надо собрать больше фактов и проанализировать, а не выносить оценочное суждение. Мгм. Вот Ну, она. так сладко, так влетаешь в это, прям Ну, вот если спрашивать, незаметно. если отвечать на вопрос, что такое объективность, вот она. Когда ты не выносишь оценочное суждение, а ты начинаешь анализировать факты. То есть вот то, что я сказала, как событие или как явление рассматриваешь. Мгм. Ольга Федоровна, я бы хотел еще, может быть, пройтись немножко тоже с последнего сталкера. Э, Не я один, еще были участники, на которых вы обратили внимание, что мы говорим очень много как бы, как будто бы. Прям вот такие слова, которые мы употребляем незаметно в огромных количествах. Вы там дали некое... Слова паразиты, да, то, что мы называем. Да, но именно вот эти. То есть вы говорили, оно не как бы, оно на самом деле, оно не как будто бы. Но слово как будто оно очень удобное. Потому что, когда я говорю как будто, я смягчаю то, что я говорю, во-первых. И во-вторых, я не беру ответственность за то, что я говорю. М. То есть это слово, которое говорит, я сказал, смысл, какой вы поняли, я к этому не... Это один смысл этого слова. Как Мгм. будто. А, как будто вы меня перебиваете, Яков, сейчас. Вы говорите, я не перебиваю. Почему вы так говорите? Ну, я не сказала, что вы перебиваете. Я же сказала, как будто. Знаете, оно мне оставляет пространство для маневра. Да. Я такая лисичка. А во-вторых, как будто бы оно опасно тем, например, я говорю, я как будто бы испытываю злость на вас, Яков, сейчас. М. А вы мне говорите, так вы испытываете злость или не испытываете? Вы говорите, ну, как, я говорю, ну, как будто испытываю, а как будто и нет. То есть, когда человек, например, клиент, описывает ситуацию, которая с ним произошла,
и употребляет слово как будто бы, это опасно, потому что он как будто бы диссоциирован с собой, и у него есть М. тот, кто наблюдает, и тот как будто бы испытывает эту злость. У меня Так была вы... девушка буквально на этой неделе, Мгм. которая каждое практически слово говорила как будто бы. Практически вот перед всем, что она говорила, было как будто бы. Ну вот если человек, я как будто бы испытываю злость, ну, надо спросить, так вы ее испытываете или нет? И еще человеку кажется, третий аспект вот этого, как будто бы, когда он говорит это, он такой мыслитель. Он попадает в такое ощущение, ну, люди так смягчают свою авторитарность, Мгм. свои диктаторские замашки и свою категоричность. Они как, словно, как будто бы смягчили. Ты как будто бы не хочешь со мной ехать на дачу. Видите, если я заберу это слово, то будет, ты что, не хочешь на дачу со мной ехать? Да, чувствуется. Мгм. Так что даже такое маленькое слово, как будто бы, видите, сколько у меня много смысла. Да, я обратил это себе, даже записал, потом разобраться, но вот выдалась возможность. Потому что на этом сталкере это прям сквозило. И я это, когда пересматривал ролики, увидел у себя, насколько и я употребляю это слово на самом деле. Вот на И самом деле. на самом деле. Вот, видите, это тоже еще один интересный словечко. Такие слова, вот есть, Ольга Федоровна, еще слова утяжелители, допустим, тоже такие, что можно его сказать, и оно добавляет какой-то, может быть, искусственной тяжести на Например, самом деле. на самом деле. А на самом деле это когда вы тоже хотите вменить, то есть я не вру, а, Мгм. я в этом уверен, и вы собеседника подталкиваете к тому же выводу. На самом деле, То я есть что, не так ли? Ну, ты мне должен это тогда возразить, получается? фактически на самом деле можно вести, это так и есть. Это так и есть. Это так и есть. Вы говорите, так, нам надо ехать на дачу, например, там, мы с вами пара, вы говорите, так, собирайся, будем ехать на дачу. А я говорю, а мне болит голова, она на самом деле мне болит. Я не могу ехать на дачу. Надо, чтобы вы не сомневались во мне. Да. Я вас хочу убедить, как Кашпировский. На самом деле мне болит голова. Мгм. Да. Ольга Федоровна, а вот еще, если вот слова утяжелители, есть вот слова, у которых как будто, вот опять, вот видите, Слова, у есть, которых у которых есть изначально общепринятый утяжеленный смысл. Я условно скажу, там, вера, надежда, любовь, доверие, понимание, вот, которое мы употребляем и как камень кладем. Это такое вот общепринятое. Это интересно в том плане, что, ну, как мы ими пользуемся, что это тоже может нам на что указывать, говорить. Потому что какие-то слова даже не хочется сказать в каких-то случаях, потому что ты знаешь, что там огромный вес, и может быть слишком большой вес для данной ситуации. Допустим, сказать «я тебя люблю». Это такое веское. ну, много ответственности после того, как ты это сказал, появляется на тебе. Ну, ах, ты, если ты меня любишь, то, пожалуйста, вот вынеси мусор. Да. Так ты меня любишь, люблю, ну тогда вынеси. Или «я верю», это тоже такое, что значит Я верю, что это так и есть. мгм. Я тебе верю. Да, я верю тебе. Вот когда человек так говорит, он вообще не верит.
Но с одной стороны, видите, у них тяжесть, с другой стороны, они могут быть обесценены из-за того, что у этих слов может быть очень большой спектр также смыслов, которые мы... Да, поэтому нам важен контекст, в котором употребляется это слово. Вот если я, как озвучила ранее, я верю тебе, да, конечно, я тебе верю, но, а, понимаете, хочется, но, Да. когда человек говорит, я тебе верю, ну, конечно, я тебе верю, и ты за него добавляешь, но, Но, допустим, я говорю клиенту, вы обесцениваете своего партнера, поэтому он реагирует агрессивно. Вы не замечаете, как вы его обесцениваете, вы только узнаете потом агрессию. А клиент говорит, ну, я верю вам, что, конечно, я могу его обесценить, но его эта агрессия, видите, она, когда человек так говорит, человек смыл в унитаз, то, что я говорила, и все равно вернул меня туда, куда надо ему. вот это слово «но», оно как вот этот разворот. Как есть знак разворота, он вот такой действует. А теперь вернемся к вере, надежде, любви, пониманию, сознании. Все зависит от того, в каком контексте, как я и сказала, человек употребляет. Если он размышляет вот в этих вот идеалистичных категориях глобально, то употребление этих слов это вот из мира мыльных или там воздушных, мыльных пузырей или воздушных шариков. Человек произносит это слово и кажется себе очень умным, когда он говорит, главное, чтобы была надежда. И даже так ручкой еще делает, чтобы была надежда. То есть он в этот момент, как вот люди не помнят, кто такой Кашпировский, как какой-то гипнотерапевт, который вот убеждает тебя. Ну, это любовь. Например, вы говорите, что я, когда жена уезжает, я не могу ничего делать. А человек говорит, это любовь, это головой, это любовь. Вот, подразумевается, как будто... подразумевается, что эти слова, они автоматом во мне тоже тот же смысл. Я понимаю тот же смысл, что и человек в него вкладывает. То есть такое слово, которое кажется очень общепонятным, что у него такой. Ну, видите, Яков, здесь еще опасно, когда я говорю «это любовь», я в этот момент, когда произношу эту формулировку, это любовь, я себе кажусь очень умной. Мгм. Я себе кажусь такой ясновидящей, которая точно знает, что это, и у нее вот такие вот глобальные категории, она как проповедник. Потому что, например, если я хочу себе казаться умной, начиталась какую-то литературу духовную, мне ничего Да, не поняла, но мне кажется, что я уже почти просветленная, тоже то проходили. мне будет свойственно кидаться такими большими словами. Потому что вот это не в объективности говорения, а это говорение из вот этих категорий крайностей. Ну, то, что мы раньше с вами разобрали. Это Мгм. любовь, потому что если я аналитик, допустим, объективно мыслящий, то вы мне говорите, я ничего не могу делать, когда уезжает жена. А я говорю, что значит ничего делать? Ну, вы говорите, ничего. Я говорю, хорошо. Ну, вы в каком-то эмоциональном состоянии находитесь, говорите, ничего. Я говорю, хорошо, но вы моетесь, чистите зубы, как обычно, когда нет. Вы говорите, да, это я делаю. Я говорю вам, вы ходите на работу, когда нет? Вы говорите, да. Я говорю, так, значит, мне ничего. Тогда давайте попробуем все-таки сформулировать, что именно вы делаете. Вы задумываетесь и говорите, да, наверное, слово ничего неуместно, скорее мне не хочется делать ничего, и это делаю через силу. Мгм. Видите?
Вот объективность. Да. А если я говорю, это любовь, это вы скучаете. Потому что я как психоаналитик полезла бы в сепарированность, в то, что нужна ли вам деятельность персонально вам. То есть получается, что деятельность нужна для того, чтобы жена за нее похвалила, обратила на нее внимание. То есть получается, эта деятельность вам не нужна. Видите? А Да. вот эти вот громадные слова, что это любовь, это вы скучаете, это просто скучаешь. Даже люди Ну говорят, как, просто ты скучаешь. накрываем все одним покрывалом, что там есть на самом деле, чего нету, и все. И кажемся себе умным, понимаете, потому что у меня есть мнение. Ну, что-то же из этого там есть. Нет, ну Что-то. я знаю, что с вами происходит. Вы скучаете. Это любовь. Я себе кажусь очень сведущей, которая все знает. Вот я эти Мгм. словеса употребляю, кажусь я очень умной. Потому что я знаю, что это вы скучаете. Понимаете? И все. Да. Вы просто не понимаете, вы скучаете. Вот это сейчас я делала эмоциональное давление на вас. Вы просто не понимаете. Вы скучаете. Вот я сейчас давлю на вас. Мне, да, нужно сделать еще некое усилие над собой, чтобы вам возразить в таком состоянии. Ольга Федоровна, Да, скажите, да, если, какие-то ваши вопросы, да, чтобы мы успели разобрать. ну, мне еще интересно, есть слова, а есть паузы. Вот есть то, что мы не говорим. Это тоже там есть некий смысл в том, когда мы делаем эти паузы, и как мы. Если уже мы говорим о словах, то я хотел бы тут этот момент тоже немножко прояснить. И о том, как мы передаем смысл. Пауза паузе рознь. Я не могу говорить о тех паузах сейчас оптом. Мгм. Значит, когда мы говорим, мы можем вот строчить, бывает, а бывает можно сказать, посмотреть реакцию, подумать, ну, как оно зашло, не зашло, понятно было то, что сказано, непонятно, какое произвело впечатление. И такое ощущение, что мы в большинстве случаев говорим, особенно внутри, там вообще нету пауз, там как вот один пулемет работает. Ну и снаружи тоже такое я часто замечаю, что люди говорят как непрерывно, даже без вот этой фидбэка от того, что ихние слова произвели. И вот эти паузы, допустим, я вижу, как вы делаете, остановки между словами в среднем, как по моему ощущению, делаете больше, чем средний человек. Мне вот я обратил такое Ну, я внимание. копаю корнеплоды. Мне надо время, чтобы Мгм. выкопать, нашарить ботву и выкопать корнеплод, потому что в моем говорении есть понимание, что если я задержусь чуть больше, шарящей рукой там вот на грядке, то я могу достать корнеплод или меньше, ну, менее емкий, или больше, более емкий и более уместный в этом контексте. Да, уместность, уместность. Мгм. Речь имеет смысл, когда говорение идет как разгрузка, то есть у меня есть напряжение, и я говорю, чтобы разгрузиться, или говорение как захват власти в контакте, когда я не могу остановиться, потому что вы тогда влезете и заберите у меня пространство. Я не хочу с ним делиться. Я его хочу занять собой. Или же говорение как тревожность. То есть человек не понимает, что его говорение – это попадание в какое-то эмоциональное состояние, где он бегает по кругу, и говорение из тревожности – это всегда повторение одного и того же. Вот я иногда на сталке говорю, вы пошли на второй круг или там, на третий круг. То есть человек, Верь. что уже говорил, он это повторяет. Да, То же самое, только другими словами. А когда у говорения есть цель, например, мы с вами встретились, нас тут трое.
Вы, я и зритель. Мгм. То есть я говорю, учитывая, что настрою. Вы, я и зритель. И тогда мне понятно, как мне говорить. Потому что если я буду говорить быстро, я захвачу пространство, и вы начнете тухнуть. И зрители так на меня смотрят в роликах. Ему интереснее наше взаимодействие. Поэтому мне... Живое. Еще раз. Живое, живое, да. Оно... Мне понятно, в каком формате говорить. Я вот это помню и говорю в нем. Мгм. Я попробую посмотреть, есть ли у меня еще. Я себе просто пару вещей записал, на всякий, если что-то у меня выскочит из... Кстати, вспомнилось, был забавный случай, я расскажу быстренько, вы, может быть, прокомментируете. Я работал как-то в медицинской лаборатории, там делали какой-то продукт, имплант, и я стою, и зашли два инженера, и они обсуждают работу какой-то машины, как ее наладить, исправить. И они начинают говорить, и каждый говорит: я считаю та-та-та-та-та, а другой ему отвечает: а я считаю та-та-та-та-та. И они так, я в какой-то момент понял, что они каждую фразу начинают с «я считаю». Они так провели где-то 5-7 минут общения. Я прям встал такой, спросил их, что это было. Они такие: о чем ты? Ну, я говорю: вы только что каждую фразу, которую в своем разговоре начинали со слов «я считаю». Они даже не заметили. Вот это такой момент, что они даже этого не видели. Настолько как вопиющий, ну, такой знак в общении. И вот эти знаки, опять-таки, мы вернемся к началу, которые нам могут показать о том, где мы сами находимся. Вот я как раз здесь и скажу, что мне недостаточно данных для анализа, но, Мгм. м, как я тоже люблю говорить, я немного погадаю на кофейной гуще. Да. Когда человек говорит, я считаю, что надо, что это вот это. Здесь может, так человек может говорить, потому что он привык отдавать поручения. Вот это вот я считаю, может быть из позиции руководителя, который разговаривает с подчиненными, он им все время указывает на что. Еще один вариант. Я считаю, здесь я авторитарная, но чтобы смягчить свою авторитарность, свою уверенность только в своей правоте, я говорю, и это я считаю. Люди так говорят. Это мое субъективное мнение. Но то, как они говорят, понятно, что они думают, что это субъективное. Это больше на это было похоже. Э, И, а человек еще может, еще вариант, Мгм. еще может быть, а я считаю, что это может быть вот это, когда человек действительно хочет пойти в обсуждение. Но я предполагаю, вот вы тоже сейчас подтвердили, что это было похоже на это. Я тоже думаю, что это два, когда у технарей уверенность гораздо больше, чем у гуманитариев, потому что они же работают с неживыми конструкциями, и там больше однозначности. Мгм. Мгм. И вот это вот я считаю, это для того, чтобы не подраться. Они спорили, то есть, ну, Да, суть да. была такой, что они не были согласны друг с другом, но они это говорили вежливо, в такой вот форме, и это позволяло им, в общем-то, вести некий диалог, хотя он никуда не двигался, потому что каждый просто говорил. Ну, потому что если мы уберем «я считаю» и заменим это так, ну, вот это так, оно бы породило бы конфликт, возможно, даже со скандалом. А я считаю, оно смягчает возможный конфликт.
предупреждает. Мгм. Мгм. Да. Ну, они закончили, как бы разошлись по своим этим, но такое интересное было действие. И подобные случаи я встречал. Не в такой форме, это была просто очень такая яркая форма, она мне запомнилась. Это было много лет назад, но я просто стоял между ними с открытым ртом и не мог понять, что здесь происходит. Вот видите, почему интересно слушать других людей. Ну вот не быть зацикленным на себя, слушать других людей. Потому что это даже коммуникация двух тебе знакомых людей, этого ты знаешь, этого знаешь, но когда они попадают в коммуникацию, там рождается что-то третье. И это очень Да, интересно наблюдать и слушать. Яков, у нас уже мы подходим к часу. да, 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 да. Если, давайте, если есть какой-то очень важный последний вопрос, Ну, смотрите, таких важных нет. Если вы, может быть, сами что-то хотите добавить, что я к этой, чтобы заключить, так сказать, может подвести какой-то... если я буду опираться на то, что я хочу, я бы хотела завершить то, что пообещала в начале. Потому что мы про обесценивание не поговорили. Мы говорили М, про идеализацию, про высокомерие, но не поговорили да. про обесценивание. Вы начали нашу встречу с того, что я на сталкере людям говорю иногда, ну вы сейчас обесцениваете. Вот эта вот манера обесценивать, она присуща человеку в разговоре с самим собой и в разговоре с другим. И она будет вызывать часто агрессивную реакцию на себя, человек не понимает. Вот мы немного этого коснулись, когда я приводила пример про жену и мужа. Она говорила, да, но я говорю, ну вы его обесцениваете, поэтому он агрессирует на вас. Вот люди обесценивания зачастую вообще не узнают, но они понимают, что что-то не то происходит, когда человек агрессивно на них реагирует. И чаще всего они эту агрессию отдают. Это я просто с неадекватом разговариваю. Мгм. А обесценивание, например, я подхожу к прилавку в магазине и говорю, у вас опять нет свежего хлеба? Вот здесь я звучу как человек, который пришел не с миром. Да. Или же я в цветочном магазине говорю, ну у вас хоть какие-то цветы свежие? Или же я говорю мужу, ну хоть что-то у тебя можно попросить? Мгм. Чувствуется, да. Ну Да. да, я как бы утрирую это все, я добавляю красок, а в жизни мы говорим так и не замечаем. И человек будет агрессивно на нас реагировать, потому что если мы продавцу скажем, у вас что, опять нет свежего хлеба? Человек скажет, почему опять? Ну, Да. почему вы так говорите? А я скажу, а чего вы на меня агрессируете? Я просто спросила. Вот люди часто говорят, я просто спросила про хлеб. Но это во внешнем мире. А если, скажем, я во внутреннем мире себя обесцениваю или кого-то, какие маркеры могут быть? Например, я говорю себе, ну хоть куда-то ты можешь не опоздать. Мгм. Отчитывающий тон. Этот тон всегда про а, того же лучшего, который пришел и разговаривает с несовершенной реальностью. Ну, хоть что-то вы запомнили из моих заповедей. Ну, хоть что-то. И люди, у которых низкая самооценка, могут почувствовать вину и такие сказать, да, мы мало запомнили. А люди, у которых тоже болезненная самооценка, и этот человек не имеет для них авторитета, он скажет, что вы с нами так разговариваете? То есть, почему я хотела бы обязательно это проговорить на нашей с вами встрече. Если
идет на вас агрессивная реакция, не стоит торопиться и делать вывод, что вы общаетесь не с адекватом. Попробуйте подробно вспомнить, что вы до этого сказали. И как? Каким тоном? Да, зачастую агрессивная реакция на нас рождается нами уже. Мы заходим как немирные люди в этот контакт или в этот диалог. Мгм. А потом начинаем говорить, что весь мир враждебен. Вот одна зрительница после одного из «Говорит Дума» с Денисом Алексеевичем написала, мало у нас было про аутоагрессию, написала, мало вы сказали про аутоагрессию. То есть сначала я немирно зайду, а потом уже начну что-то говорить, и зачастую люди пишут так. Ничего вы не сказали, но за ролик, конечно, спасибо. Ничего вы Мгм. толкового не сказали, но за ролик, конечно, спасибо. Вот это вообще сведение с ума человека. Вот если с тобой так в обычной жизни говорят, ты начинаешь сходить с ума, потому что ты не можешь понять ни как относиться к этому человеку, ни что он вообще тебе сказал. Мгм. Это когда я этой рукой щипаю там или ударяю, а этой глажу. И другой человек думает, ко мне относиться как к щипающей или как к гладящей. Ну, такой газлайтинг прям. Да, да, надо аккуратно. И в любом предъявлении претензий надо просить, чтобы другой человек аргументировал свою точку зрения. Так, Опираться, да, на да, факты. будем завершать. Давайте, Ольга Федоровна. Наши уважаемые зрители, спасибо за ваше внимание. Пишите свои впечатления от беседы. Напишите, пожалуйста, что вам было наиболее интересно. Мы сможем, опираясь на ваши комментарии, запланировать какие темы следующих наших выпусков. Яков Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Мне было интересно с вами. Спасибо вам, Ольга Федоровна. А, Спасибо. Напоминаю, что Яков, он практикующий у нас психолог, психоаналитик. Его контакты мы оставим под этим видео. Если вы хотите к нему попасть как к специалисту, пишите ему. До свидания. Спасибо. До свидания.